Привет, друзья! Вот вы вступили на американскую землю, CBP с его бесконечной очередью и токеном 200 позади. Наконец вы услышали заветное Welcome to USA, и можно, наконец, вздохнуть свободно. Новая жизнь с чистого листа, чего еще пожелаешь? В первые дни действительно именно все так и происходит. Более того, первые 3 недели единственной мыслью в моей голове было: черт подери, я в Соединенных Штатах Америки. И эта мысль действительно радует тебя и греет на протяжении какого-то времени. Но в определенный момент ты задаешься вопросом, что делать дальше. Что предпринимать, чтобы поскорее влиться в общественную жизнь и начать становиться полноценной ее частью. Какие документы оформлять, в каком порядке и так далее. Об этом я вам сегодня и расскажу. Какие документы, в какой последовательности необходимо их получать и предпринимать шаги, чтобы как можно скорее достигнуть иммигрантского Олимпа. В первую очередь вам необходимо подумать о том, как перевести свою жену в Соединенные Штаты Америки. В первую очередь вам необходимо подумать о том, какой документ будет удостоверять вашу личность. Ваш загранпаспорт, он, конечно, имеет определенную силу при оформлении определенных бумаг, но он не является документом, который будет идентифицировать вас здесь, на территории Соединенных Штатов Америки. Вам необходимо местная ID. Поэтому идем от самого важного и относительно простого в оформлении, то бишь получение водительского удостоверения. О том, как я получал права и какие действия предпринял для этого, смотрите в одном из моих роликов. Там нет воды, только практическая информация и подробная инструкция получения прав на территории Соединенных Штатов. Плюс я там мельком рассказываю о некоторых различиях правил дорожного движения, о которых нужно знать, садясь здесь за руль. Получив американское водительское удостоверение, вы сильно упростите себе жизнь в Соединенных Штатах. И один из доводов в пользу этого решения – это то, что на правах не указано место вашего рождения. Являетесь ли вы мигрантом или вы коренной житель Соединенных Штатов. А стало быть, один из психологических барьеров при адаптации в Соединенных Штатах рухнет. Идем дальше. Параллельно с правами я рекомендую вам подать форму I-765. Это позволит вам получить разрешение на работу, не дожидаясь при этом суда. Напоминаю, что по закону, если вы прошли по программе CBP-1, то вы не можете работать, не имея данного документа. А получить вы его сможете только после 180-дневного срока после вашего первого слушания, после первого суда. Но ситуация такая, что у кого-то этот срок растягивается на годы, у кого-то первый суд назначен на 25 год. И, естественно, многих такой вариант просто-напросто не устраивает. Поэтому мы получаем данный документ в ускоренной форме через подачу формы I-765. Пройдет несколько месяцев, вы получите данный документ, и вы сможете работать официально, а это здесь очень важно. А до тех пор довольствуемся оплатой за кэш, которая, к слову, при стечении обстоятельств и прикладывании необходимых усилий может быть не хуже официальной зарплаты. О том, как искать работу, не имея при этом документов, какие варианты нужно сразу отсекать, не тратить на них время, а какие 100% рабочие схемы, я уже записывал в одном из своих роликов. Также я записал ролик об основных особенностях рынка труда Соединенных Штатов, если сравнивать с СНГ-шным рынком, что также поможет сформировать вам более понятную картину о том, как здесь все работает. Поэтому, если не смотрели, обязательно после просмотра данного ролика переходите по ссылке и впитывайте полезную информацию. Вернемся к 765 форме. Стоимость подачи составляет $400. Так уж повелось, что мы бедные мигранты и не можем позволить себе с барского плеча заплатить такую большую сумму денег. В описании под видео я оставлю ссылку под форму I-912, которая будет подаваться вместе с 765 формой. И таким образом вы сможете избежать пошлины в размере $400. Не благодарите. Третий пункт – это бенефиты. Это так называемая помощь от государства в виде денежных средств, пособий на ребенка, медицинской страховки, либо же продуктов питания. Как их получить? Для этого существует 2 способа. Первый – онлайн и лично в офисе. Я рекомендую вам первый вариант, потому что в офисе мне выдали целую кипу бумаг, которую мне необходимо было бы заполнять от руки. Но выдали на том языке, на котором я говорю, и это существенный плюс. Опять же, ходят слухи, что в некоторых офисах всю эту работу, то есть заполнение бумаг, за вас будут выполнять именно сотрудники этой организации. Так и ищите.
вводите данные слова и название вашего города и топаете туда. Или же находите их сайт и заполняете все поля. Ничего необычного там не спрашивают, но потребуется определенное время на заполнение анкеты. После заполнения анкеты вам позвонят и идентифицируют вас. К слову, в моем случае со мной разговаривал русскоговорящий сотрудник, который ответил на все мои вопросы, а также помог в заполнении различных пунктов, которые вызывали у меня определенные вопросы. Но есть один нюанс. Дело в том, что, скорее всего, до подачи на убежище вам не одобрят бенефиты помимо как страховки. Это мой опыт и опыт тех людей, с которыми я поддерживаю связь, и они находятся в разных штатах. Ситуация везде одинаковая. Кроме страховки ничего не одобряют до того, как ты не подался на убежище. Но попробовать в любом случае стоит, вдруг вам повезет. И тут мы плавно подходим к следующему пункту, без которого, скорее всего, бенефиты вам не одобрят в принципе. CSN. Да, его можно также получить вместе с Work Authorization, подавая форму 765, но он вам нужен раньше, поверьте мне. Ролик об этом документе уже находится в процессе монтажа. И скажу вам честно, там целое поле непаханное того, для чего вам нужен этот CSN и насколько он важен для полноценной жизни в Америке. А нужен он вам элементарно, как я и сказал в предыдущем пункте, для получения бесплатной медицинской страховки. Дело в том, что на финальном этапе одобрения бенефитов у меня запросили CSN, которого у меня на тот момент не было. Получилось так, что во всем, кроме страховки, мне сразу же пришел отказ. Но для получения страховки, которую мне одобрили, мне необходимо было предоставить CSN. Для того, чтобы его получить, я отправился в Social Security Administration и сказал, что мне нужен Social Security Card. Мне задали ряд стандартных вопросов, а также спросили, для какой цели он мне нужен. Я ответил, что данный документ мне нужен для медицинской страховки, for medical, и у меня не потребовали никаких документов для того, чтобы я подтвердил как-то свои слова. Мое заявление приняли, дали мне определенную расписку о том, что я подал на CSN. Также пообещали, что в течение 3 недель данный документ придет мне на почту. В интернете я посмотрел и проверил, пишут, что срок получения данного документа может достигать 6 недель. Вот сейчас прошло уже 2 недели, документа до сих пор нет, и я жду. Как я и сказал, мне выдали документ, который подтверждает, что я подал заявление на CSN. Этот документ я сфотографировал и загрузил на сайт той организации, которая выдает бенефиты, в личный кабинет. И после этого в течение недели мне на почту пришла страховка, а точнее ограниченная ее версия, так как для получения полноценной страховки необходимо предоставить и загрузить на сайт свой CSN, который еще не пришел. Но в любом случае это лучше, чем ничего. Правда ведь? И коль уж мы заговорили о халяве, то не могу не упомянуть такой пункт, как благотворительная организация. Эти ребята помогут вам с едой, с одеждой, с предметами личной гигиены и другим необходимым лутом в случае необходимости. Я нашел такую организацию в своем городе. Переехав туда, я предоставил свое водительское удостоверение, то бишь ID для удостоверения личности, и мне выдали продукты. Все, что вы видите на экране, это 4-я часть того, что я мог получить в тот день. Так как я был на велосипеде, я не смог забрать полноценный комплект продуктов питания. Я смог увезти только это. Обычно выдается огромная коробка с овощами, крупами и другими необходимыми продуктами, которых хватает с головой. Обычно сумма данного пайка варьируется от $200 до $300, в зависимости от той организации, в которую вы пришли. Как же их искать? Также все предельно просто. Вы в Гугле вбиваете волонтерские либо благотворительные организации и смотрите, что вам показывает карта. И едете к ним. Как минимум раз в месяц вы точно сможете получать подобного рода помощь. И таким образом сможете экономить часть своего бюджета, что очень даже неплохо, я считаю. Следующий пункт – это банковская карта. Я ее оформлял в банке Morgan Chase, где из документов предоставил свой загранник, форму А-94 и водительское удостоверение. Этот пакет документов в принципе есть почти у каждого мигранта, и вы спокойно можете открыть счет в этом банке. Я знаю, что у многих мигрантов популярностью пользуется Bank of America, но, насколько я знаю, там просят какие-то документы, которых у меня не было в наличии, соответственно, я отмел этот банк и отправился в Morgan Chase. Более подробная информация об оформлении банковской карты, а также открытия счета скоро будет у меня на канале.
где я расскажу, какие интересные вопросы мне задавали в процессе оформления данного счета, а также почему этот процесс занял целых без малого почти 2 часа. В скором времени будут и другие полезные видео о жизни в Соединенных Штатах, поэтому обязательно подписывайся на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Важно! В принципе, любой из данных пунктов, перечисленных в данном видео, вы можете выполнять в произвольном порядке. Разве что с банковской картой я не уверен, что прокатит, не имея при этом водительских прав. В банке просят предоставить какой-либо местный документ. Водительское удостоверение в этом плане идеально подходит. Именно по этой причине получение водительского удостоверения я поставил на первое место. На этом у меня все. Прошу оставить несколько слов в комментариях, если видео оказалось полезным. Это необходимо для того, чтобы YouTube рекомендовал данное видео и мой канал в целом другим пользователям. Вы сами можете заметить уровень монтажа, картинки и звука. А происходит это потому, что я вкладываюсь в каждый ролик и стараюсь не просто собрать какую-то полезную информацию без лишней воды, а также сделать это максимально интересно для вас. Если есть какие-либо вопросы, обязательно пишите их в комментариях под видео. Я на все постараюсь ответить максимально быстро. Всем пока!